Приветствую вас на канале Техревизор. Готовый рейтинг из 10 лучших кулеров для процессоров подготовил для тех, кто подыскивает воздушное охлаждение в свою сборку. Каждый кулер рассчитан на определенный тип процессора, его рабочую температуру. Чтобы не купить что-то неподходящее под вашу сборку, вы параллельно с обзором хотя бы поверхностно разберетесь в характеристиках кулера, поймете, что за что отвечает, и отберете для себя парочку кандидатов к покупке. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров и рейтингов. Ну а теперь приступим. 10 место занимает PC-кулер Paladin EX400S. Начну с бюджетного кулера. Итак, начнем по порядку. Этот кулер устанавливается на процессоры сокетов Intel LGA 1700, 1200, все сокеты 1150 и AMD-шные AM4 с AM5. То есть по большей части Paladin подойдет для большинства процессоров. Вам остается только свериться на всякий случай. А в комплекте уже найдете крепежи и болты для установки. Далее непосредственно эффективность кулера. Вообще это можно описать одним показателем – TDP. То есть сколько тепла выделяет процессор и, соответственно, сколько тепла может отвести кулер. На это влияет множество деталей, о них дальше. В случае же с PC-кулер Paladin EX400S на бумаге нам обещают, что кулер справится с процессором, который выделяет до 180 Вт тепла. И тут важная ремарка. ТДП нужно брать с запасом. Так для этого кулера подойдет процессор с ТДП в районе 100-120 Вт. А правда ли, что этот кулер способен работать с таким количеством тепла, покажут тесты. Без растягивания просто скажу, что на множестве тестов разных показателей Paladin действительно доказал заявленное. Например, i3-12100F работал на температурах от 40 до 60 градусов, а на i5-12400F температура не переваливала за 60. Ну а что обеспечивает это ТДП? Тут факторов масса. Посмотрим на основные. Радиатор с 4 медными теплотрубками, по ним тепло процессора уходит на вентилятор. А вентилятор тут диаметром 120 мм. Работает он тихо и эффективно, максимально раскручивается до 1800 оборотов в минуту. 9 место занимает ID Cooling SE224XTS. Подойдет для процессоров помощнее. Хотя и для получения низких температур на среднебюджетных процессорах тоже можно рассмотреть. Не такая уж и переплата, чтобы скинуть лишние 4-5 градусов. Вообще, именно этот кулер уже не первый год на рынке, проверен временем. В интернете есть куча разных тестов его возможностей, и не встречалось такого, чтобы кто-то массово жаловался на брак. Так, кулер устанавливается на те же сокеты, что и прошлый Paladin, но прибавляется еще самый последний LGA 1851, который предназначен для новейших процессоров серии Core Ultra. В комплекте идут все нужные крепления для установки и даже немного с запасом. Отдельно докупать ничего не придется. По ТДП тут можно рассчитывать примерно на 220 Вт, что уже подойдет для процессоров серьезного уровня и даже для тех, которым повышают частоты разгоном. Так, ID Cooling SE224XTS успешно справляется со всякими i5-12400F, Ryzen 5 4600G. Их температура не всегда доходит даже до 60 градусов. Это не требовательные к охлаждению процессоры, тут и так все понятно. Но еще его производительности достаточно для охлаждения Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5700X, они немного погорячее. Такого типа процы работают на температурах примерно 75 градусов в нагрузке. При этом конструктивно в общем плане ID Cooling мало чем отличается от прошлого PC-кулер. У него 4 теплотрубки, а радиатор даже немного тоньше. Но при этом вентилятор на 120 мм хорошо работает с теплом и не сильно шумит. Шум начинается при сильных нагрузках, когда вин доходит до 1300 и выше. То есть на шум при работе жалоб не будет. 8 место занимает Deepcool AS500+. Кулер работает на большинстве сокетов и подойдет почти для любого процессора. Все совместимые сокеты на экране. В первую очередь этот кулер отличился размерами. У него радиатор побольше, 5 медных теплотрубок, и вдобавок из коробки идут 2 здоровых винта диаметром 140 мм. В высоту вся конструкция составляет 164 мм, что в целом-то требует прилично места в корпусе. Ну и длина с глубиной поболее. В общем, кулек не такой компактный, как прошлые два из бюджетной подборки. Тут не лишним будет прикинуть, как он станет в корпус.
А если лень, проверьте хотя бы характеристики корпуса, там указывается предельная высота башни. Зачастую это 155-160 мм, поэтому эти 4 мм играют роль. По эффективности этого дипкула вопросов особо нет, только второй винт не сильно понятно зачем. Конечно, в теории он должен улучшить эффективность охлаждения, но как показали тесты, он практически ни на что не влияет, поэтому его при желании можно будет снять. Тем более, что вентиляторы не такие уж и тихие на высоких оборотах. По шумности работы этот кулер, можно сказать, на среднем уровне. И тихим не назовешь, так как есть в рейтинге участники гораздо тише, но в то же время кулек не гудит как самолет. А так Deepcool AS500 способен обработать до 220 Вт тепла. То есть он тоже приветствует серьезные процессоры типа даже старого Ryzen 7 3700X или более современного Core i7-12700KF. А всякие простячки в лице Ryzen 5 и Core i5 вообще не проблема, даже если их разогнать и хорошенько нагрузить. Седьмое место занимает Thermalright Peerless Assassin 120. Вот это, что называется, двухбашенный кулер. Здесь здоровенный двухсекционный радиатор с двумя винтами. Толстый, мощный, тяжелый, внушающий доверие, размерами 125 на 135 на 157 мм. Его уж точно нужно ставить минимум в Mid-Tower корпус. Тут еще отмечу, что винт может перекрывать крайний модуль оперативной памяти, то есть желательно продумать и просчитать этот момент, чтобы потом не пришлось снимать один вентилятор. Хотя большинство юзеров все равно не пользуются крайним слотом, поэтому можно не заморачиваться. А работает Thermalright с теми же самыми сокетами, только LGA1851 добавляется, в этом плане ограничений нет. Винты стандартные, по 120 мм каждый. В максимуме крутятся до 1550 оборотов в минуту на гидродинамических подшипниках. Но самое неприятное – шум, с которым они работают уже при 1200. Все-таки два винта издают больше гула. Какой-то плюс-минус тишины в 34-35 дБ можно добиться только на 1000 оборотов, а то и меньше. Поэтому этот кулер не про кромешную тишину. Но зато он про эффективное охлаждение. Тут уже 6 теплотрубок и модернизированный радиатор держат горячие процессоры в тонусе. Точного ТДП производитель не говорит, но как показывают тесты, можно уверенно ставить 10-ядерные процессоры и у них не будет проблем с перегревами. А 8-ядерные даже отправлять в разгон. Поэтому если вам важно раскочегарить свой и без того горячий проц, держать температуры в норме, еще и много денег на это дело не потратить, то присмотритесь к Thermalright Peerless Assassin 120. На шестом месте стоит Thermalright Phantom Spirit 120 EVO. Этот кулер можно рассмотреть для горячего процессора серии i7 и i9 13-го поколения в разгоне. Он устанавливается на все распространенные сокеты, с этим проблем нет. Базово это тоже здоровый двухбашенный кулек с двумя винтами, только по размерам он меньше, 110 на 135 на 157. То есть высоту много места не занимает, и при этом получается, что ложится на плашку оперативки. Это, конечно, не очень хорошо, но таков расклад. Phantom Spirit свою лучшую мощность показывает при высоких оборотах вентиляторов. Тут стоят два винта по 120 мм, которые в максимуме раскручиваются до 2150 оборотов в минуту. Само собой, на пороге 2000 два винта не сказать, что работают тихо. Но если так посмотреть, то другие кулеры, в том числе из этого рейтинга, не работают на такой скорости. А на деле, если сравнить какой-нибудь прошлый Thermalright или Deepcool по шумности, то этот Phantom Spirit работает точно так же. Поэтому, если в двух словах, кулер не шумный для своих оборотов. По эффективности особо вопросов нет. Две башни радиатора, 7 теплотрубок и пара винтов отводят примерно до 280 Вт тепла. А это уровень флагманских процессоров в разгоне вплоть до 5,5 ГГц. Так, если посмотреть в среднем по больнице, их температура при игровой нагрузке держится на уровне 85 градусов, а какие-нибудь процессоры по лайтове уж тем более получат должное охлаждение. Пятое место я отдал ID Cooling SE207XT. Закрывает подборку ID Cooling SE207XT, уверенный середняк, который уже несколько лет радует своим присутствием на рынке. Если вкратце, от прошлого Thermalright этот ID Cooling мало чем отличается, разве что ценник на 15-20% ниже. Но пользователи в основном хвалят его за тихую работу. Так, две башни охлаждаются двумя винтами по 120 мм, максимальная скорость которых 1800 оборотов в минуту. Тут конструктивная особенность в том, что при желании можно еще один винт прицепить.
Но это вариант для тех, кому не лень заморочиться и проверить, есть ли в этом смысл, чтобы не было как с однобашенным Deepcool AS500+, у которого второй винт для галочки. Во время серьезной нагрузки на процессор два штатных вентилятора создают примерно до 40 дБ шума при оборотах на уровне 1500. Очень тихим кулер можно назвать при работе винтов на скорости в 1000 оборотов в минуту. Там показатели опускаются до 30 дБ. Размеры у этого кулера не то чтобы какие-то сильно здоровые. Само собой, кулек большой и тяжелый, но за перекрытие крайнего слота УЗУ можно не переживать. Под ним хорошо располагается модуль оперативки высотой до 40 мм. По эффективности получается, что ID Cooling не уступает прошлому участнику рейтинга. Его также можно устанавливать на реально горячие процы. Только совсем неординарный Threadripper от AMD несовместимы. Но если надо, для этого есть этот же ID Cooling SE207TRX под сокет TR4. Хотя это совсем фанатская тема, поэтому туда лезть мы не будем. А так, на более привычных процессорах при комфортных по шуму оборотах около 1400 i9-11900K держится на уровне 85 градусов. i7-13700 в играх вообще до 70 градусов не доходит. Та же ситуация и для Ryzen 7 7700. На четвертом месте стоит Deepcool Assassin 4. Выглядит он так интересно. В виде куба в строгом дизайне, где виднеется лишь один вентилятор, а остальное прикрыто кожухом. Кстати, на кожухе есть механический переключатель максимальной скорости винтов, типа тихий режим. Если поснимать все это навесное, открываются виды на радиаторы и остальную внутрянку. Тут сразу бросаются в глаза асимметричные радиаторы, один больше другого. То же самое и с вентиляторами. В комплекте идет один на 120 мм на выдув. Он работает со скоростью от 500 до 1700 оборотов в минуту. Второй, основной, на 140 мм со скоростью от 500 до 1800 оборотов в минуту. Механический переключатель ограничивает обоих до 1350, то есть получается действительно тихий режим. Кстати, при желании можно и третий вентилятор поставить, используя комплектную рамку и болты. С вас только винт. По размерам кулер прям не маленький, а весит так вообще под 1,5 килограмма. При этом наглухо четвертый слот УЗУ он не перекрывает, оставляет запас в 46 мм, поэтому влезет планка без подсветки. По эффективности производитель обещает, что можно рассчитывать на ТДП в 280 Вт. Так, на тестах Core i9-13900K с частотой в 5,3 ГГц и ТДП около 245-250 Вт держался на уровне 80 градусов при 1400 оборотах вентилятора. Так выходит абсолютно комфортно и для ушей, и для процессора. В целом, это уровень флагманского кулера от Noctua. Кто знает, тот поймет. Только сразу говорю, в рейтинге Noctua нет. Просто потому, что сложно купить. Но вместо него есть вариант не хуже. Далее посмотрим. Тройку лидеров открывает Zalman CNPS 20X. Вот эти ребята делали топовые процессорные кулеры еще 15 лет назад, когда о Noctua еще никто ничего не слышал. Конечно, со временем былая популярность расползлась, но Zalman все равно составляет уверенную конкуренцию топовым производителям. Посмотрим, что из себя представляет вот этот вариант. Ну, во-первых, вот такой неоднозначный дизайн со светящимся крестом на весь радиатор. Далее медные вставки прямо посреди радиков. То есть это не покраска, не какая-то там обманка, а именно ребра из меди. Хотя это скорее просто маркетинговый ход, чем какой-то гений инженерной мысли. Но за попытки покреативить однозначно лайк. Места в корпусе он занимает немало, но при своей высоте в 164 мм даже не блокирует слот УЗУ. Вентиляторы, 2 по 140 мм с узким диапазоном скорости, тоже интересные. Не столько вот этим светящимся крестом, сколько двойной крыльчаткой и безрамочной конструкцией, что в теории позволяет генерировать сразу два воздушных потока при меньшем количестве шума. Выглядит все это не очень надежно, так как винт такой формы создает меньше давления. Но, как показали тесты, с эффективностью и шумом от охлаждения проблем нет. Более того, Zalman заявляет, что этот кулер способен отводить до 300 Вт тепла. Пока никто в рейтинге больше не предлагал. Так, на тестах Core i9-7900X в разгоне и с ТДП больше 230 Вт этот Zalman вытягивал температуру проца до 87 градусов, почти на максимальных оборотах. Если понизить до 1200 RPM, проц греется до 89 градусов. Вроде все хорошо, но по факту уверенно не скажешь, что Zalman потянет что-то с предельным ТДП в 300 Вт. 280, да, верить можно, но не больше. Второе место занимает Thermalright Silver Arrow T8.
По совместимости с процессорами он скорее подойдет для уже готовых систем, собранных сколько-то лет назад. Дело в том, что по Intel его совместимость заканчивается на сокете LGA 1200, 1700 и 1851 не поддерживаются. С AMD такой темы нет, AM4 и AM5 на месте. По внешнему виду кулер отличился тем, что больше ничем не угрожает крайней планке оперативы. Это потому, что изначально на двухбашенный радиатор вешается только один винт в центре между ними, а еще одну или две штуки можно довесить уже от себя, если будет такая необходимость. По работе вентилятор тихим не назвать, его максимальная скорость 1800 оборотов в минуту, но до максималки лучше не доводить. Для ушей этот кулер звучит комфортно примерно на уровне 1200 оборотов. Дальше слышен ощутимый гул, а на максималках этот Thermal Ride так вообще в фен превращается. Что у него получается по производительности? Вообще изначально заявлено максимальное ТДП до 320 Вт. Цифра громкая, красивая, в рейтинге больше буквально никто не дает. И вроде как 8 тепловых трубок, которых нет ни у одного участника рейтинга, должны решить вопрос с доверием к этой информации. Но на деле, конечно, кулер тянет чуть поменьше. Так, если взять старенький i7 11700K в разгоне до 5 ГГц, который выделяет 275 Вт, этот кулер удерживает его в пределах 71-79 градусов при комфортной скорости винта на 1200-1400 оборотов. Поэтому около 300 Вт он все-таки вытягивает, и это с одним вентилятором. Как показали тесты других владельцев, если доставить еще парочку, то эффективность повысится. Лидером рейтинга стал Be Quiet Dark Rock Elite. Один из самых лучших кулеров от авторитетного бренда среди всех производителей охлаждения для ПК. Он совместим с большинством процессоров, в том числе новых. Сюда становится любой Ryzen или Intel, в том числе на LGA 1700 и LGA 1851. Внешний Dark Rock Elite здоровый, а высоту в 168 мм вместит далеко не каждый корпус, да и крайний слот АЗУ нервно дышит. Хоть и для этого можно сдвинуть винт чуть выше, чтобы получить запас в 45 мм. Вентиляторы без подсветки, но модуль с ARGB сделали на верхней пластиковой крышке. Там же есть и механический переключатель режимов. Он ограничивает вентиляторы до скорости 1500 оборотов. Тут стоят два винта диаметром по 135 мм. В максимуме они могут раскрутиться до 2000 RPM. На максимальных оборотах они шумят на уровне 45 дБ. Если говорить о более-менее спокойном режиме в 1000 RPM, то шум опускается до уровня 30 дБ, то есть винты практически не слышно. Если говорить об эффективности охлаждения, то максимальный ТДП, который Dark Rock Elite вытягивает, 280 Вт. Только на деле это честные 280 Вт, не 300 и 320, как у прошлых двух участников. Так, если взять популярный среднебюджетный проц i5 10600K, его температуру кулер держит на уровне 60 градусов. Посерьезнее i7 13700K тоже около 55 градусов выдает, а Ryzen 9 7900X с ТДП в 225 Вт держался на уровне 91 градуса. Все это очень горячо и очень дорого, как же без этого? Кто-то возразит, что можно уже и водянку купить за те деньги, которых стоит Dark Rock Elite. Но если говорить о лучшем воздушном охлаждении, то именно он станет лучшим выбором для мощного процессора. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.